Привет, друзья! Вы на канале Nitva Travel. Как вы знаете, наш канал о путешествиях, но кроме этого мы еще иногда рассказываем о традициях стран, в которых мы путешествуем. Сейчас мы путешествуем по Шри-Ланке, и здесь мы случайно недавно попали на буддийские похороны. Поэтому это видео будет не просто о похоронах, а о всей традиции прощания с умершими родственниками на Шри-Ланке. Мы сразу скажем, что это видео мы не планировали записывать, съемок первого дня у нас даже нет, потому что в первый день мы даже не брали с собой камеру. Да, поэтому если чувствуете какой-то негатив к данному процессу или просто он вам не очень приятен, можете смело переключать на более позитивное видео на нашем канале. И да, мы несколько раз уточняли у родственников, можно ли нам записать это видео, они были только за. Когда мы второй раз попали в город Анурадхапуру, древнюю столицу Шри-Ланки, то хозяин нашего гестхауса, с которым у нас хорошие отношения, сообщил нам о том, что умерла его двоюродная тетя. Первое, что нас удивило, то, что он отнесся к этой новости очень спокойно. И второе, то, что он пригласил нас на похороны. Конечно же, нам всегда интересно узнать традиции стран, в которых мы находимся, поэтому мы посещали свадьбы в Индии и Лаосе, но нас еще никогда незнакомые люди не приглашали на похороны, мы не знали, что с этим делать, были в растерянности, но потом мы подумали, что вряд ли бы они нас приглашали просто из вежливости, и все же согласились. В этот вечер собралось уйма народа, человек 200 только мы видели, а говорят, что было еще больше, и все были почти в белом. И хозяин нашего гестхауса сразу провел нас к родственникам умершей и представил нас. Мы до конца и не поняли, знали они о нашем приходе или нет, но все были вежливые и доброжелательные к нам. Никто не плакал, кстати. И все же похоронная церемония не была похожа на праздник, как мы не раз это наблюдали в Индии, Непале, где люди веселятся, танцуют, поют. Здесь родственники выглядели спокойно и сдержанно. Они говорят, что люди обычно расстраиваются, если умирает кто-то из молодых. Если же умирает человек, достигший где-то 90 лет, то люди просто спокойно принимают смерть члена их семьи. И женщине, которая умерла, был 91 год, поэтому родственники выглядели спокойно. Первым делом нас пригласили в холл дома, где лежал гроб с умершей женщиной, и родственники вкратце рассказали нам, что она была учительницей и совершила много хороших дел. И нас спросили, хотим ли мы сфотографировать. Если честно, мы были в шоке вначале от такого вопроса. Мы не знали, что люди вообще принято фотографировать здесь на похоронах. И тогда я дала просто телефон одному из родственников, который предложил сфотографировать. И он сфотографировал вначале тело в гробу, а потом нас на этом фоне. Оставшуюся часть вечера мы знакомились с родственниками и кушали. Там был большой шведский стол на всех людей, которые могли прийти, и это был в основном рис с карри. А карри это как бы всего лишь добавка к рису, и сами ланкийцы говорят, что видов карри просто немерено. А на десерт были мороженое и фрукты. В этот вечер просто было прощание с умершей женщиной. За моей спиной вывеска того, что эта женщина умерла 2 дня назад, и то, что всех приглашают на похороны, всех желающих. А сама улица по пути в дом была украшена декорациями из белой ткани. Кстати, белый цвет играет важную роль в жизни буддистов. В храмы принято ходить в белом, ну и все буддистские церемонии положено посещать в белой одежде, ну или хотя бы в одежде светлых тонов. Цветы стоит приносить также белого цвета, потому что белый цвет символизирует чистоту, как материальную, так и духовную. Так что если вас знакомые буддисты когда-то пригласят на церемонию, то имейте в виду, что не нужно одевать черную одежду, даже если это похороны. Сама похоронная процессия проходила уже на следующий день, и, как вы догадались, туда нас тоже пригласили, но, к сожалению, я был занят, и Оля пошла сама. На похоронную церемонию пришло также много людей, около 200 человек. Всем были приготовлены стулья, покрытые белыми чехлами. Кстати, нам сказали, что большинство затрат на похоронную церемонию покрывает фонд комьюнити соседей, куда жильцы сдают примерно $1 в месяц. В центре внимания в этот день были 5 монахов и умершая, лежавшая в гробу перед монахами. Рядом сидели близкие и родственники, остальные сидели на стульях или стояли у забора.
Поначалу я не знала, что делать, поэтому я просто скромно села на стол. Но вскоре я увидела, что родственники подходят и делают фото, видео на телефон, поэтому вскоре я тоже достала фотоаппарат и сфотографировала церемонию. И тут понеслась. Хозяин нашего гестхауса, который, собственно, и привел меня на эту церемонию, начал ставить меня в разные ракурсы, чтобы у меня получились лучшие фото и видео. Видимо, родственники сразу заметили, что я пришла с хорошей камерой, и негласно решили, что я буду их похоронным фотографом. Ну что ж, раз родственники хотят, пусть так и будет. И после этого я уже начала снимать все подряд. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Монахи запевали мантру на языке пали, а все сидели и слушали, и только в некоторые моменты все подпевали хором. Позже мне сказали, что все мантры монахов – это вроде как рассказы о житие-бытие, мол, все люди хорошие, независимо от того, что они совершали в жизни, и другие философские беседы также велись с очень размеренной интонацией. И хотя приглашены были 5 монахов, только 2 из них пели мантры, остальные 3 просто сидели. Иногда монахи прикрывались веерами. Говорят, что веер монаху нужен не только для того, чтобы охладиться во время жары, но и иногда еще для того, чтобы прикрыть лицо от чрезмерных взглядов публики, которые мешают сконцентрировать сознание. В процессе одной из мантр гроб покрывали обширным белым полотном. Затем уже после церемонии это полотно положено дарить монахам, ведь по традиции они шили из него одежду. Конечно же, сейчас этим уже никто не занимается. Нам сказали, что монахи эту белую ткань могут отдать или использовать уже в других целях. Еще была одна интересная традиция. Во время одной из мантр самые близкие родственники умершей держали друг друга за руки, пока вода льется в чайник, до тех пор, пока вода не перельется через край. Это символизировало их родство. Затем несколько близких родственников выступили с речью. Они рассказали всем, какие хорошие дела совершала эта женщина в жизни. В конце церемонии все монахи получили еду и подарки, каждому по пакетику. Затем их посадили в авто и отвезли по домам, точнее, по храмам. После чего гроб закрыли, погрузили в машину и все отправились на кладбище. Конечно же, от этого образовалась огромная пробка на дороге. Быстрее было бы даже дойти пешком. На Шри-Ланке нет единого способа хоронить умерших. Кого-то кремируют, а кого-то хоронят в землю. Даже у буддистов эта традиция разнится. Но говорят, что в последние полгода умерших от коронавируса должны кремировать, вне зависимости от религии. Такое здесь правило. И хотя эта женщина умерла не от коронавируса, ее кремировали. Нет, не огнем. Говорят, огонь используют только иногда в селах. В городах уже давно пользуются газом. Это гораздо быстрее и проще. Но перед кремацией гроб снова открыли, чтобы все родные и близкие смогли еще раз подойти и попрощаться. Как видите, меня снова поставили в хорошую локацию, чтобы я могла снять кадры под лучшим ракурсом. Затем гроб закрыли, тело отправили в крематорий, а гости трижды обошли его стены по часовой стрелке. Я уже подумала, что на этом моя миссия ритуального фотографа окончена. Но тут неожиданно ко мне подошел зять умерший и спросил, хочу ли я зайти внутрь крематория и снять кадры там. Я опять не знала, что ему ответить. Ну, раз близкие родственники меня приглашают, значит, надо идти. И согласилась. Если честно, атмосфера внутри крематория показалась мне немного странной. Тут стояли 2 племянника умершие, на головы которых повязали белые повязки, ее зять, который меня, собственно, сюда и пригласил, смотритель крематория, не знаю, как правильно его назвать, и 2 его помощника, видимо, на всякий случай. Этот смотритель крематория по внешнему виду мне даже чем-то напомнил доктора Зло. Он давал всем указания. После его слов племянники с повязками на головах обошли печь, в которой уже находился гроб с телом женщины, а затем им показали на кнопку на панели управления, которую им нужно было нажать одновременно.
Это уйма кнопок на панели управления, этот смотритель крематория, белые повязки и все остальное создавали такую необычную мне атмосферу, что все это время мне казалось, что я попала не на похороны, а в какой-то фантастический фильм. И даже здесь, внутри крематория, зять умерший показывал мне, как лучше снимать, а когда вышли, он попросил сразу же показать кадры. И не только он, все родственники с неподдельным любопытством начали меня расспрашивать о том, что происходило внутри крематория, а некоторые даже просили показать им видео. Говорят, что они очень хотели бы туда попасть, но туда пускают только избранных, самых близких. Близкие родственники сказали, что кремация длится около 2 часов, но возвращаться на кладбище они не собираются, им незачем собирать прах. Фотографии человека для памяти будет достаточно. Кстати, это центральное, самое крупное кладбище в Анурадхапуре, и здесь кремации проходят 3 раза в день. После церемонии меня снова пригласили на ужин, но в этот вечер я присоединиться не могла. Следующие церемонии проходят на 6-й и 7-й дни. නමස්කාරය කියන්න පස්සේ සමාදන් වීම සඳහා ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි Tatiyampi buddhaං සරණං ගච්ඡාමි. ඒ වගේම ලලිත් මෝටර්ස් කල්පනාකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම ව්‍යාපාරික උදේ කුමාර මහත්මයා තුනුවන් Сегодня 6 дней с того момента, как бабушка умерла, нас пригласили снова, и еще пригласили около 150 человек. Люди пришли в белом, практически все по традиции. Пригласили одного буддийского монаха, который почти 2 часа пел молитвы, что-то рассказывал на сингальском, мы это позже узнаем. И сейчас будет еда, которую предоставили хозяева этого дома. Краткий перевод нам рассказали уже, когда монах ушел. Он говорил о том, что все люди проходят 4 стадии жизненного пути. Это рождение, развитие, болезни и смерть. Что это нормально и неизбежно. И все его слушали. Кстати, такую церемонию ланкийцы могут заказать и при жизни. Для этого не обязательно никому умирать. Говорят, в крупных городах она бесплатная, а в мелких и сельской местности за благотворительный взнос, который вносят гости по желанию. Это все идет монахам за их так называемую работу, ведь обычной работой они заниматься не могут. По традиции после 6-го дня положено людям раздавать фрукты с мороженым или с кёрдом, такие типа сметаны что-то. Но если семья богатая, то они могут еще позволить угостить всех основной едой, то есть рисом и карри. По буддийской традиции 7-й день после смерти считается особенно важным. Утром 7-го дня близкие родственники несут завтрак в храм, а затем на обед к ним приходят 10 монахов, снова с лекциями и мантрами. В этот день уже было меньше приглашенных, только самые близкие. Ну и мы, куда же без нас.
Следующая массовая церемония будет на 30-й день, затем на 90-й, а потом уже аж через год. Вот так вот выглядят буддийские похороны. Как вы понимаете, нас больше всего удивили две вещи. Первое, то, как спокойно выглядели родственники и друзья этой женщины. Второе, то, что уже тогда во время церемонии они беспокоились о качестве фотографий и видео, которые мы снимаем. Потом они все это переписали и очень нас благодарили за воспоминания. А мы благодарны этим людям за то, что они были не против о том, что мы расскажем об этой традиции и выложим это видео на наш канал. После съемок этого видео нам особенно важно услышать от вас обратную связь, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы вы написали в комментариях или нам в личку, на какие мысли натолкнуло вас это видео и о каких еще традициях на Шри-Ланке вы хотели бы узнать подробнее. Это будет очень ценно для нас. Думаю, в этом видео неуместно будет просить ставить лайки и подписываться на канал, поэтому просто благодарим вас, что были с нами. Желаем вам почаще радоваться и быть благодарными, ведь жизнь так коротка.